Всем привет, товарищи рыбаки. Давно меня не было. Была поломка автомобиля. 1,5 недели где-то я был без лошади. Как раз был самый клев. Вода была чистая перед самой вот мутью. Поехал за шпулей. Купил еще себе шпулю в 2500 размере, 2500. Такая вот шпулька, кто не знает, она отличается тем, от обычной шпули, которая 2500, тем, что она помельче. Меньше шнура наматывать, то есть я намотаю тонкий шнур 0,25 по Японии. Хотел ее намотать на речке и половить, но за окном, как видите, пошел жесточайший дождь, или что там, дождь со снегом. Пока, наверное, намотаю сейчас шнур прям в машине. Может быть, снег, дождь закончится и заеду на речку, попробую побросать. Вот такой шнурок UGK G-Soul Upgrade. Я его наматывал уже один раз, когда ездил на Черное море. Видосики, кстати, есть, посмотрите. Пора уже готовиться к морю. Ссылка я оставлю, вот сейчас вот здесь появится. Да, в машине я еще шнур ни разу не наматывал. Но я в надежде, что все-таки дождь закончится. Вернее, снег мокрый. И я сейчас на обратном пути заеду все-таки на речку. И все, катушка в 2500 размере превратилась в размер 2500S. Мистика какая-то. Наконец-то я купил эту шпулю, давно хотел. Постоянно перематывал плетенки. Когда шел на мелкую рыбу, мотал там мелкий этот шнур. На среднюю рыбу уже перематывал 0,6, 0,8. А теперь у меня есть мелкая шпуля. О, у меня книжка здесь есть же автомобильная. Талмуд. Вот, через Талмуд сейчас пропущу, чтобы было маленькое натяжение. И все. И положим он на сиденье. Ну, как говорится, попистофали. Смотрите, сейчас буду крутить шарманку и будет музыка, прикиньте. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где-то, наверное, еще с миллиметр надо наматывать бэкинга. Может, даже 1,5. Не хватило, короче, плетенки 0,25. 0,2 тоже, значит, по-любому не хватит. 0,3. Возможно, 150 метров будет нормально. Надо пробовать. Блин, отвык я от 4-жилки. Все равно она, тоненькая, но чувствуется прям, что она не гладкая нифига. Такая ребристенькая. После 8-жилки-то, 2500 катушка умещается и шпуля. И все. И все хорошо умещается. То есть размер чехольчика, чтобы понять, кому надо. Смотрите, пока все складывал, даже не успел отъехать, уже просветлело. Уже начало светлеть. Сейчас пока доеду, возможно, уже и солнышко будет. Привет, привет. Здоровается птица, Хохочет ли, либо приветствует. А, есть! Ай, сошла. Такой хороший ударчик был, понял, куда кидать. Ну, сейчас будем добирать. Не знаю, что это было. Какая-то хорошая поклевочка. Сошла рыбка. Что это было, не знаю. Не просеклась. Так, ну все, я знаю, что здесь рыба есть. Фух ты, обозначилась, слава богу, нашел рыбу. Теперь остается только ее ловить. Отбор приманок, проводок началось. Так, грузик поменять, во-первых. Не добрасываю. Слишком большие усилия на заброс. Во имя заброса ставлю грузик 4 грамма, чтобы докидывать уверенно. Каждый раз, а не через раз. Что-то интересное там есть. На дне что-то есть, какая-то коряшка. Походу, одна рыбка только какая-то стояла. А вот кто это?
Хочу ее доловить. Так, снова бурелом. Вот на такие сегодня приманочки буду ловить в Дайрон. Юфиш тоже какой-то. Это копия Тиоги 2.9. Кажется, она догнала, блин. Она там была. По-любому догнала. Опа, есть. Догнала. Какая-то рыбеха догнала. Хорошие щукенцы. Ага. Хорошая. Пасть раскрыла. Есть щучка еще, ребята. Стоять. Эх, там еле держится. Хорошая, блин. Опа. Вот так взяла. Блин, смотрите, там за самую... О, все, сошла. За самую щеточку прям держалась. Кило 200 с чем-то там. Кило 240. Вообще съедобно. Без пиявочек уже такая гуляет. Поставил. Сначала думал по окуню. Думаю, поставлю тонкую эту, которую намотал плетню. Но нет, поставил все-таки на щуку. Плетня 0,6. Это у меня плетня, которая Зелион с Алиэкспресс. Я ее в начале зимы использовал несколько раз там. Пока ее сказать о ней так, ну, в принципе, особо и нечего. Ну, так гладенькая, не сильно гладенькая за свои деньги. Хуже, конечно, чем UGK. В 2 раза как минимум. Но вот продолжаю ее тестить. В конце сезона точно скажу, как она вообще на разрывную способность, как так скажем. Разрывная нагрузка. Пока вот справляется вроде. Приманочка у меня копия Тиоги 2.9, тоже с Али. Флюрик привязанный. Узлом морковка. Флюрик, по-моему, 0.4, не помню. У меня такой вот монтаж, ну, обычный монтаж. Ну здесь вот что у меня, пружинка еще. Для того, чтобы крючок побольше поставить на приманку поменьше. Пружинка в саму приманку. Здесь топорок. Все оставлю под видео. И такой вот монтаж ловлю. Обычный монтаж. Мой обычный. Для кого-то, может, и необычный. Но вот я сегодня и разловился, слава богу. Щучка на кило 200. Пойдет на котлеты. Уже 100 лет не ел. В начале зимы, помнится, что-то забирал. А и то, по-моему, отпустил. Со льда я забирал что-то пару щучек. И все. За всю зиму ничего и не забирал. Короче, отмазываюсь вот я перед зрителем. То сейчас начнут писать: а голодный. Блин, реально голодный. Еще этот коронавирус смел все прилавки. Люди, глупые люди смели все с прилавков. Заходишь в магазин и купить нечего. Тупо. Так что вот сегодня на ужин будет щука. О, поплавок нашел. Офигенный новый поплавок. 3 грамма как раз мне на карася. Скоро на карася идти. Ой, здесь вот что-то погрызано немножко. Надо залить, наверное, клеем, чтобы он не намокал. Из-за этого, может, и выбросили. Надо высушить его и залить клеем. И вполне рабочий поплавок. Скоро пойду на карася, ждите. Кто ждет, конечно. Маэстро какой-то. Добыча. Каждый рыбалку что-нибудь да найду. Солнышко хоть и светит, но все равно, блин, прохладно. Непонятно. Все-таки еще борется зима с весной. Там он за краями даже кое-где есть еще. Ну что, спиннингисты ноги кормят. Пойду дальше. Бежим. Прошел. Фу. Провалился. Ну, там прям по щеку. Я успел. Пришел вот на пляжик, тут вот лед. Интересно, на него можно залезть? Сколько там толщина-то? Попробую сейчас вон туда докинуть к камышу.
Там закуток такой интересный. Не добросил, еще метра два, говорит, подойти. Блин, в репьях каких-то уже. Блин, была потяжка. Да что ж такое, еще что-то было. Блин, ощущение, что ползет клещ стоять. А откуда он мне там? Нет, там его не может быть никак. Уже начинается маразм. Волосики. Есть, догнала. Догнала, ребята. Я говорю, был какой-то удар. Вон она. На лед надо затащить. Ага, небольшая щучка. Шнурок. И здесь фоткаю, я тебя отпущу. Вот такой шнурочек со льда. Нет, ладно. Маленько. О, долетела. Все, пошла. Ничего и не будет, но маленькая. Так. Спасибо, речка. Вторая щука. Хорошее настроение клюет. Да. Вот еще одну точку обработал. Надо двигать дальше. Есть. Кто же там такой небольшой? Походу щурок, который не доловился в тот раз. Вот. Все-таки я его добил. Ну да, шнурочек. Шнурок вон сопротивляется. Ну что, сойдешь сам? Нет. Сходи. Нет, не хочет сходить. Давай на свечу. Как ты? Нет, у него нет сил. Грамм 200-300 тоже. Вернулся на старое место, где была поклевка. И такая вот щукенция. Походу, это она была. Ну, приманка-то больше ее. О, иди. Дурындала. Мотала. Добрал я ее все-таки. Со второго подхода добрал. Уже какая третья рыба. Одна поклевка и 3 рыбы. Одна была не реализована. Короче, 3-1 в мою пользу получается. Надо еще таких приманок заказать. Оторвал, следующую поставлю такую резинку копию Савамуры. По-моему, 3 размер. Вот на падении у нее хвостик не играет. То есть при подмотке играет, он серебристый хвостик, прям видно. Жухне, хорошая резина. Она еще и с вкраплениями серебристыми на солнышке играет. Да, что-то зря я ее недооценивал-то. Я думаю, если такая мелкая стояла щучка, то, наверное, крупной не будет. Без толку здесь что-то крупное ждать. Хотя, может подойти крупную и отогнать мелкую. Пока сидел дома, снимал узлы, разучился уже рыбу ловить. Вернее, забрасывать. Разучился спиннинг кидать. Не вижу вообще ничего, куда падает. Еще и ветер. Опа! Кого-то зацепил. Щурка, что ли, тоже маленького. Прям там в кустиках. Или окунь. Какая-то рыба с травой. Окунь. А, щурок в траве. Блин, вот это щурок. Ну а что, 4-я рыба. Блин, тут приманка больше ее, ребят, вообще атас просто. Вот это, блин. Вот, я не знаю, как он... Ай-яй-яй, упал, бедолага. Улетел. Короче, он вот с руку с моим размером. Так вот, длиной. Ударил. И почувствовал, блин, спиннинг. Чувствительный. Не, ну поклевку-то, понятно, всегда почувствуешь. Я думал, окушок. Ха. Прям он из травки там, с той стороны. Рабочая приманка оказалась. 4-я рыба. Пусть маленькая, но поклевочка. Смотрите, он на дереве, сук сломанный, мотается. Так вот кто-нибудь мимо пойдет, прям над дорогой как раз чуть дунет и упадет. Как вот его, блин. Нечаянно вот заметил. Опасное деревце, блин.
опасная ситуация. Местная достопримечательность, граффити, написано «Любовь». Любовь есть, рыбы нет. Вот такая вот сегодня получилась мартовская прогулочка. Поймал несколько хвостов. Всем спасибо за просмотр. До следующего видоса. Пока.